Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку, которая называется «Король Дроздобород». У одного короля была дочка, не в меру красивая, да не в меру же и гордая, и заносчивая, так что ей никакой жених был не по плечу. Она отказывала одному жениху за другим, да еще и осмеливала каждого. Вот и устроил однажды король, ее отец, большой праздник и позвал на праздник из ближних и из дальних стран всех тех, кому припала охота жениться. Все приезжие были поставлены в ряд по своему достоинству и положению. Сначала шли короли, потом герцоги, князья и графы, и бароны, а затем уже простые дворяне. Король повел королеву по рядам женихов, но никто не пришелся ей по сердцу, и о каждом она нашла, что заметить. Один, по ее мнению, был слишком толст, и она говорила: «Он точно винная бочка», другому слишком долговяз, долог да тонок, что ли он на лугу, третий слишком мал ростом, короток да толст, что овечий хвост, четвертый слишком бледен, словно смерть ходячая, а пятый слишком красен, что свекла огородная, шестой же недостаточно прям, словно дерево покоробленное. И так в каждом она нашла, что высмеять. А в особенности она насмехалась над одним добряком королем, который стоял в ряду женихов одним из первых. У этого короля подбородок был несколько срезан. Вот она это заметила, стала над ним смеяться и сказала: «У него подбородок, словно клюв у дрозда». Так и стали его с той поры величать король Дроздобород. А старый король, увидев, что дочка его только и делает, что высмеивает добрых людей и отвергает всех собранных на празднество женихов, разгневался на нее и поклялся, что выдаст ее замуж за первого бедняка, который явится к его порогу. 2 дня спустя какой-то бродячий певец стал петь под его окном, желая этим заслужить милостыню. Чуть король заслышал его песню, так и приказал позвать певца в свои королевские покои. Тот вошел, и королю в своих грязных лохмотьях стал петь перед королем и королевной, и, пропев всю песню, стал кланяться и просить милостыни. Король сказал: «Твоя песня так мне пришлась по сердцу, что я хочу отдать тебе мою дочь в замужество». Королевна перепугалась, но король сказал ей твердо: «Я поклялся, что отдам тебя замуж за первого встречного нищего и сдержу свою клятву». Никакие увертки не помогли. Король послал за священником, и королевна была немедленно обвенчана с нищим. Когда же это совершилось, король сказал дочке: «Теперь тебе, как нищей, не пристало долей жить здесь, в моем королевском замке. Ступай по миру со своим мужем». Бедняк-певец вывел ее за руку из замка, и она должна была вместе с ним бродить по миру пешком. Вот путем дорогой пришли они к большому лесу, и королевна спросила: «Ах, чей это темный чудный лес?» «Дроздобород владеет тем краем лесным. Будь ты ему женушкой, он был бы твоим». «Ах, я, бедняжка, не знала, зачем я ему отказала». Потом пришлось им идти по лугу, и королевна опять спросила: «Ах, чей это славный зеленый луг?»
Дроздоборот владеет тем лугом большим, будь ты ему женушкой, он бы был твоим. Ах, я, бедняжка, не знала, зачем ему отказала. Потом прошли они через большой город, и она вновь спросила: чей это город прекрасный, большой? Дроздоборот владеет всей той стороной, будь ты ему женушкой, он был бы твой. Ах, я, бедняжка, не знала, зачем ему отказала. Ну, послушай-ка, сказал певец, мне совсем не нравится, что ты постоянно сожалеешь о своем отказе и желаешь себе другого мужа, или я тебе не по нраву пришелся. Вот, наконец, пришли они к маленькой-прималенькой избушечке, и королевна воскликнула: ах, Господи, чей тут домишко такой? Ничтожный и тесный, и с виду дрянной. Певец отвечал ей: это твой мой дом, и в нем мы с тобой будем жить. Она должна была согнуться, чтобы войти в низенькую дверь. А где же его слуги? Спросила королевна. Слуги? Это зачем? Отвечал певец. Ты сама должна все для себя делать. Разведи-ка сейчас же огонь, да свари мне что-нибудь поесть. Я очень устал. Но королевна, как оказалось, ничего не смыслила в хозяйстве, не умела ни огня развести, ни сварить. Что бы то ни было, муж ее сам должен был приняться за дело, чтобы хоть какого-нибудь толку добиться. Разделив свою скромную трапезу, они легли спать, но на другое утро муж уже ранешенько поднял жену с постели, чтобы она могла все прибрать в доме. Денек-другой жили они таким образом, перебиваясь кое-как, и затем все запасы их пришли к концу. Тогда муж сказал королевне: жена, это дело идти не может, чтобы мы тут сидели, сложа руки, и ничего не зарабатывали. Ты должна приняться за плетение корзинок. Он пошел, нарезал ивовых ветвей и притащил их домой целую охапку. Начала она плести, но крепкий ивняк переколол в нежные руки королевны. «Ну, я вижу, что это дело у тебя не идет на лад», — сказал муж. «И лучше уж ты примись за пряжу, может быть, прясть ты, может, лучше, чем плести». Она принялась тотчас за пряжу, но жесткая нитка стала въедаться в ее мягкие пальчики, так, что она вся окровянились. «Вот, изволишь ли видеть, — сказал ей муж, — ведь ты ни на какую работу не годна, ты для меня не находка. Ну да еще попробуем, станем торговать горшками и глиняной посудой. Ты должна будешь выйти на базар и приняться за торговлю этим товаром». «Ах, боже мой, — подумала она, — что если на базар явятся люди из королевства моего отца, тогда увидят меня, что я там сижу с товаром и торгую, то-то они надо мной посмеются». Но делать было нечего, она должна была с этим примириться из-за куска хлеба. При первом появлении королевны на базар все хорошо сошло у нее с рук. Все покупали у нее товар очень охотно, потому что она сама была так красива, и цену ей давали, какую она запрашивала. А многие даже давали ей деньги, и горшков у нее не брали вовсе. После того пожили они сколько-то времени на свои барыши, а когда все проели, муж опять закупил большой запас товара и послал жену на базар. Вот она и уселась со своим товаром под одним из углов базара, расставила товар кругом себя и стала продавать. Как на грех, из-за угла вывернулся какой-то пьяный гусар на коне, въехал в самую середину ее горшков и перебил их все вдребезги. Королевна стала плакать и со страха не знала даже, что делать. «Что со мной будет?» — воскликнула она. «Что мне от мужа за это достанется?» Она побежала к мужу и рассказала ему о своем горе. «А кто тебе велел садиться в углу с твоим хрупким товаром? Нечего реветь-то. Вижу и так, что ты ни к какой порядочной работе не годишься. Так вот, был я в замке у нашего короля на кухне и спрашивал, не нужна ли им судомойка.
но обещали мне, что возьмут тебя на эту должность. По крайней мере, хоть кормить-то тебя будут даром. И пришлось королевне судомойках быть. И повару прислуживать, исправлять самую черную работу. В обоих боковых своих карманах она подвязала по горшочку и в них приносила домой то, что от стола королевского осталось. И этим питались они вместе с мужем. Случилось однажды, что в замке наверху назначено было праздновать свадьбу старшего королевича. И вот бедная королевна тоже поднялась наверх и вместе с прочей челядью стала в дверях зала, чтобы посмотреть на свадьбу. Зажжены были свечи, стали съезжаться гости, один красивее другого, один другого богаче и великолепнее по наряду. И бедная королева, с грустью подумав о своей судьбе, стала проклинать свою гордость и высокомерие, благодаря которым она попала в такое тяжкое унижение и нищету. Слуги, проходя мимо нее, бросали ей время от времени крошки и остатки тех вкусных блюд, от которых до нее доносился запах. И она тщательно припрятывала все это в свои горшочки и собиралась нести домой. Вдруг из дверей зала вышел королевич, наряженный в бархат и атлас, с золотыми цепями на шее. И когда он увидел, что красавица королевна стоит в дверях, он схватил ее за руку и захотел с ней танцевать. Но та упиралась и перепугалась чрезвычайно, узнав в нем короля Дроздоборода, который за нее сватался, был ею осмеян, отвергнут. Однако же ее нежелание не привело ни к чему. Он насильно вытащил ее в залу, и вдруг лопнул у нее на поясе тот шнур, на котором были подвязаны к карманам ее горшочки для кушания. И горшочки эти вывалились, и суп разлился по полу, и объедки кушанья рассыпались повсюду. Когда все гости это увидели, то вся зала огласилась смехом, отовсюду послышались насмешки, и несчастная королевна была до такой степени пристыжена, что готова была сквозь землю провалиться. Она бросилась к дверям, собираясь бежать, но и на лестнице ее кто-то изловил и вновь привлек в залу. А когда она оглянулась, то перед собой увидела опять-таки короля Дроздоборода. Он, сказав ей ласково: «Не пугайся, я и тот певец, который жил с тобой в жалком домишке, одно и то же лицо. Из любви к тебе я надел на себя эту личину. Я же и на базар выезжал в виде пьяного гусара, который тебе перебил все горшки. Все это было сделано для того, чтобы смирить твою гордость и наказать твое высокомерие, которое тебя побудило осмеять меня». Тут королевна горько заплакала и сказала: «Я была к тебе очень несправедлива и потому недостойна быть твоей женой». «Ну, — отвечал ей, — утешься, миновало для тебя безвременье, и мы с тобою теперь отпразднуем свою свадьбу». Подошли к ней придворные дамы, нарядили ее в богатейшие наряды, и отец ее явился тут же, и весь двор, все желали ей счастья в брачном союзе с королем Дроздобородом. Пошло уж тут настоящее веселье, стали все и петь, и плясать, и за здоровье молодых пить. А что, друг, недурно бы и нам с тобою там быть? Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.